Я 2 раза снималась в «Что было дальше», и оба раза не вошли никуда. Мне казалось, сейчас все посмеются. Проститутка задала вопрос президенту. Я максимально стрёмный персонаж. Мы просто умираем в 20 лет и не меняемся после этого, как вампир. Ты должен каждый день обсирать людей. В какой-то момент не хватает говна. Человек с 2 головами. Человек, у которого есть сиськи, и она говорит. Скажи, Гордеевой, скажи, скажи, скажи. Всем привет, это -37, и это Челябинск. Родина русского танка и великого русского физика Игоря Курчатова. Он изобрел атомную бомбу. Челябинск находится на границе между Сибирью и Уралом. Здесь живет больше 1 миллиона человек, но все в России в основном говорят о суровых челябинских мужчинах, которые, ну, вы сами дальше знаете. Мы прилетели исправить досадную оплошность и рассказать о том, что Челябинск – это не только родина русской женской красоты, но и русского женского юмора. Поэтому говорить мы будем с Наташей Красновой. Всем дофига привет! Вы взорвали мой директ вопросами, как сшить великолепнейший, amazingly красивый новогодний костюмчик из говна и веток. Берем трусы вашего молодого человечка, разрезаем их немножечко в поясовой части и добываем эту резинку. Че ты пристал к этим трусам, как, блядь, Навальный? Чик-чирик, ёпта, не скучайте. Что среднестатистически россиянин должен знать про твой город? Это родина хоккея. Так. Это родина красных труселей и Михалыча. Это край металлургии. Уральские горы, это тоже все наше. Челябинцы от других людей отличаются? Говорят, что мы более суровы. Действительно, есть такое. И по юмору. Что когда смотришь на челябинскую команду и на команду из Екатеринбурга или из Магнитогорска, видно, что это Челябинск. Челябинск такой всегда с каким-то сарказмом шутит, потяжелее шутки чуть-чуть. Ну, то есть пожестче. Вся дурнина больше из Екатеринбурга. Но я когда смотрю, в жюри сидишь в КВН, смотришь команду, думаешь, ну, ёбар, какие веселые, у них проблем, что ли, нет вообще? А у нас видно, что люди переживали какие-то проблемы, и на этих проблемах застраивают юмор. Твое самое любимое место в Челябинске? Дом, мой дом. Вот я бы с удовольствием бы и продолжала там сидеть. Но меня вывели на погулять. Что ж, будем погулять немножечко. Слушай, а почему ты вот с такими амбициями, с таким количеством подписчиков не уехала из Челябинска? Смотри, как красиво. Это я сделала все для себя, природу. Не знаю, есть такое вот место, видимо, какое-то твое место силы, в котором ты чувствуешь себя комфортно. Ну, то есть я улетаю в Москву, бывает, на полмесяца. Было дело, на месяц уехала в Москву. Работаю. Когда сил уже совсем нет, я возвращаюсь в Челябинск, и здесь я, ну, в нормально. Не то, чтобы я прям наполняюсь силами, и какая-то ведьма, и тут у меня где-то подсос мой. Я около колодца вот так вот хожу, и вот насыщаюсь силами. Но мне здесь хорошо, а в Москве мне не очень хорошо. Можно ли сделать карьеру не в Москве, в России? Ну, с учетом интернет-зависимости людей, я думаю, вполне. Ты можешь из любой точки. Мы могли из любой точки это все снимать и сидеть в любой точке мира. И потом бы вы смонтировали тоже в любой точке мира. Вот, допустим, Дудь. Какая разница, где он сидит? В Питере, в Москве, в Тюмени, в Челябинске. Просто есть комната, есть 2 умных человека. И 1 умный человек, и 2 интересный человек. Как у нас с тобой получилось. Я, видишь, какая интересная. Скажи, пожалуйста, почему у меня складывается ощущение, что 99,9% людей, Откуда такая информация сразу? которые идут в стендаперы, Это больные на голову люди. это люди с большими проблемами с внешней коммуникацией. Это стеснительные люди, это социофобы, социопаты, это люди, которые абсолютно интровертны. А мне, знаешь, почему-то кажется, что это, наоборот, следствие. Ну, то есть люди, которые очень долго и часто и много выступают и общаются с людьми, это классно, но этим пресыщаешься очень быстро. И, естественно, там несколько дней после этого мне хочется просто посидеть, помолчать,
посмотреть телевизор, по вот ТикТок вот так вот полистать. Самое тупое что-то поделать, не говорить вообще. Очень большие разочарования, когда ты познакомилась с человеком в интернете, вы общались, допустим, полгода, некоторые общаются, уже настолько это твой роднулечка, родной человек, а приезжает вообще не то. Типа с Алиэкспресса выписали какого-то. Вот, забирайте обратно. У тебя нет страха сцены? Есть волнение перед выходом на сцену. Это не то. Страх сцены — это когда ты панически боишься, когда у тебя начинает прям колотиться, трястись, все вот это. Вот оно было, но сейчас страха нет, есть волнение. Представляешь, ты выходишь, говоришь первую шутку и понимаешь, что это зал, ну не твой зал, не на одной волне вы вообще. Что дальше делать? 1,5 часа у тебя концерт. Это же не КВН, где ты вышла, шутку сказала, облажалась. Ну и ладно, зашла за ширму, там другие ребята вышли и довеселили зал. Как тебя берут в КВН? Или ты сама приходишь? В университетах раньше объявлялся кастинг, приходила группа людей с разных факультетов и рассказывали, ну, как обычно, на творческое что-то ты нанимаешься. Рассказываешь либо басню, либо анекдот, чтобы люди посмотрели, как ты стоишь на сцене, как ты двигаешься, какая у тебя вообще мимика, актер ты, не актер, как ты подаешь То есть текст. это сразу бизнес на входе. Это не то, что собрались молодые, талантливые, веселые ребята и решили сделать свою команду, чтобы... Это когда с нуля начинается команда. Но обычно, когда... Ну вот я пришла, уже в Челябинском педагогическом университете уже была команда. То есть она уже состоялась. Они уже собрались творческие, талантливые, и пришли мы творческие и неталантливые. Девчуля, если у вас есть машина, то обязательно запишите такое видео, где вы едете и на ходу прямо поете за рулем, чтобы все видели, что вы не просто тупая пися, а что вы талантливая, вокальная. Основной бьюти-секретик: не надо парковаться, чтобы петь. Обязательно ехайте и пойте одновременно. Ну, чтобы все видели, что вы, по ходу дела, бессмертная, вы богиня, бьюти-богиня. Как появился блог? Ой, блин, да, это давно было. Это Тимур мне сказал, что сейчас модно быть блогером. А тогда как Тимур раз... сын? Да, Тимур сын. А он подошел и говорит, я в сентябре в школу как бы не хочу идти, я буду блогером, наверное. Я посмотрела блоги какие-то и говорю, блин, блогером любой дебил может стать. Я говорю, ну вот смотри, ну просто записываешь и все. И начала записывать. И что-то я, во-первых, втянулась так. И все, и я теперь и дебил, получается, и сыну доказала свою правоту. Вот такая я мать. А он подписан на тебя? Нет, надеюсь. Да ему не интересно это все. У меня бьюти-блог, как красить лицо. Ну, не можешь же быть, что у тебя Слава Богу, 2,5 у меня. миллиона девочек подписаны на тебя. Ну, он скорее подписан на девочек, которые на меня подписаны. Вот такая система. У меня поставки девочек к моим сыновьям. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Но я надеюсь, что не будет такой ситуации, когда девочка дружит с моим сыном, например, потому что у него мама же Наташа Краснова. Но это же жесть. Так же не должно быть. И немного щеки тоже подтягиваем вот так. Брови чуть-чуть можно повыше туда, к спине прям приклеивайте. Ну, и вот эту бровь вот просто вот так почти. Глаза не закрываются, но это тоже неплохо, потому что вы всегда сможете смотреть собеседнику в глаза, и это вызовет эмпатию и расположит вашего собеседника к вам. Кто придумал бьюти-богиню? Вот как ты ее придумала, создала? Да, банально, наверное, насмотренность, когда ты смотришь тьюториалы по интернету. Ну, а я что смотрю? Мне интересно, как накраситься, как причесаться, как одеться. Я вот это смотрю. И ты начинаешь замечать, что у них однотипные, они однотипные вещи творят, какую-то дичь. Ну, то есть они часто используют уменьшительно-ласкательный суффикс. Например, девочки, берем такую кисточку и наносим на глазики наносим стрелочки. Ну, то есть все с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Не дай бог ты скажешь стрелки. Нафиг сразу. И говорят в основном дичь. Ну, типа, я посмотрела, как сделать губы полнее на макияже. И там такая дичь, там она полчаса что-то говорила. По итогу ты просто рисуешь губы больше, чем они есть. Полчаса она это объясняла. Ну, что? Для дебилов. Все, я посмотрела, ужаснулась, потом думаю, подождите, так это можно тоже делать такую же дикую дичь.
Ну, там у меня, конечно, первые, я сначала еще не бьюти-богиней была. Ну, то есть там нет типажа такого. Нет вот этих вот штук всех, вот этих всех. Оно потом добавляется. Видимо, ты насматриваешься еще что-то, ты думаешь, о, вот это тоже дичь. Просто смотришь. Я даже была подписана на каких-то бьюти-блогеров, просто, я не знаю, кто они, но мне было интересно, как они это делают, как они показывают, типа, берем кисть, вот, смотрите, вот где линия ума, у меня ее нет, блин, сюда кладем. Ну, какие-то они очень смешные, они какие-то незамутненные какие-то, вот такие. И это поперло все. А я еще встречалась с хоккеистом, я изначально должна была такой быть, и мне это было близко. Да. Что у тебя тут? Это шкаф со скелетами? Скелеты в шкафу. Раз, два, несколько скелетов. Это причем старая форма наша еще с медвежонком. У нас же другой логотип сейчас. В курсе? А ты любишь хоккей, ты на него ездишь? Слушай, да это со времен, когда я еще с хоккеистом жила. Ну, то есть вот, это я вела мероприятие, закрытие сезона в форме. Мне пошили специально форму хорошую. Ну ты рубишь там тройки, пятерки, вот это все. Слушай, ну я знаю, что в поле обычно 2 защитника, 3 нападающих. Но я не знаю, может, можно как-то варьировать. Я знаю, что есть несколько звеньев, что есть первое звено, а есть там, ну, когда ты в 5-м звене, ты просто протираешь скамейку, сидишь. Знаю, что такое вне игры. Ну, то есть это все еще осталось с тех пор, пока я менеджером работала. Вот мои металлурги, которые на меня в суд подали. Почему? Ну, я плохо себя вела на матче с Металлургом, и Металлург проиграл и написал кляузу на меня, что я непотребно себя вела, и из-за этого они проиграли. Короче, когда в команде начинается какой-то караул, и команда начинает валиться, начинают винить всех. Меня однажды, я когда работала менеджером в тракторе еще, меня вызвали и сказали, уберите женщину с 5-го ряда. Черная женщина, с черными волосами женщина сидит. Она ревет, и из-за этого наша команда проигрывает. Она типа ведьма. А как я ее уберу, когда она заплатила за это место и сидит, ревет за деньги, блядь. Ревет или плачет? Ну и ревет или плачет из одного глаза. Ну, не, ревет. Нет, она просто плачет. Ну, потому что там, блин, мы проигрываем 5-0, блин. Конечно, она ревет, блин, сидит. Ну, то есть ей что-то переживает. А команда видит, ну, естественно, она видит ее, и она прям за скамейкой сидит, этих наших ребят. И они видят, и они говорят, уберите ее, потому что команда начинает, ну, тоже переживать и тоже реветь начинает потихоньку и проигрывать из-за нее уже. По Дерану скучаешь? Ну, нет. Хороший он был человечек. Слава богу, что теперь другая снимается. Короче, жить с публичной личностью, с каким-то очень известным человеком, это такой, ну, какое-то мучение. Для меня это постоянно надо доказывать, что ты лучше, чем все его остальные поклонницы. От этого устаешь. Ну, год, 2, 3, блин, все. После 3 лет ты уже не знаешь, что делать, чтобы сказать ему, что я-то, блин, тут уже не могу больше. Деран переехал в Челябинск, чтобы быть с тобой, или вы здесь с ним встретились уже, когда он здесь играл? Мы первый раз с ним встретились, когда я работала менеджером в хоккейном клубе, а он играл за команду. Но я была замужем, а он был женат. Ну, то есть он пытался ко мне как-то подкатить. Ну, блин, там все пытались ко всем как-то подкатить. Это, блин, хоккейный клуб. И я, ну, естественно, я поржала, я говорю, ну, вот, здорово. А он говорит, я говорю, я замужем. Он говорит, а я женат. Я говорю, ну, вот видишь, как отлично. Вот у нас ничего и не сложится. И все. Ну, и он просто издалека что-то улыбался, и все. Он уехал в «Спартак» или в какой-то московский клуб играть. Я осталась в Челябинске. Потом произошел развод. То есть там прошло 2 года, наверное, между вот первым знакомством и нашим вторым, ну как, вторым, получается, знакомством. И он вернулся обратно в хоккейный клуб «Челябинск». Он всем рассказывал, естественно, что ради меня, но, опять, зная лживую, блин, природу некоторых мужчин, мне кажется, он вернулся из-за денег, которые обещал ему клуб платить за игру. Но просто все так у него сложилось, что он тоже был после развода, он в процессе был, он подписывал вот эти документы все. И он, естественно, мне навешал лапши на уши, что я люблю тебя, не могу, давай жить вместе. И мы начали встречаться. А тут что не сложилось? Я не могу жить с мужчиной, который мне изменяет, как оказалось. Мне писали его любовницы отовсюду. Я сначала, я собрала вещи просто, когда мне первая написала, что Наташ, как так? Вот ты пока в Москве снималась, а он водил меня в вашу квартиру, показывал там ваши фотографии везде. Вот я вот так же смотрела, как так? Сначала я защищать давай своего, говорю, девушка, ну у таких, как вы, много, мне постоянно пишут. Думаю, ну мне первый раз такое писали. Ее тоже зовут Наташа, она очень красивая. Очень красивая.
Она как Меган Фокс. Анджелина Джоли и Против Меган Фокс. Я серьезно, я зашла к ней, думаю, какая лживая сука. Поставила вместо своей аватарки, поставила лицо Меган Фокс. Фу, блин, наверное, страшно. А потом смотрю, это она есть, блин. Просто она очень красивая. И молодая. Родит Челябинская земля красивых 20-летняя или женщин. какая-нибудь. И все, и я собрала вещи и сказала, до свидания. Он сказал, нет, блядь, плакал. Первый раз видела, чтобы хоккеист плакал. Со слезами. Говорит, нет, вернись, пожалуйста, все, я все прощу. И дальше все продолжалось так же. Раз в полгода мне писала какая-нибудь женщина. Но уже другая. Такое. Но это надо просто быть либо не влюбленной в своего мужчину, чтобы вот так терпеть, либо чтобы он тебе платил такие бешеные бабки, что ты такая, я лучше потерплю, насобираю деньги, а потом свалю. Или не свалю, или мне пофиг, с кем он там тусит. Мне главное статус, что я жена хоккеиста, например. Такие тоже есть. Когда в ложе мы сидели жены, девушки, и мне одна на ухо упала, говорит, вон напротив, вот за скамейкой игроков сидят любовницы их. Ну или женщины, которые там, девушки, которые хотят найти себе хоккеиста. И там реально девочки в шубках сидят, красивенькие, в курточках, в перчаточках красивенькие. То есть это целая индустрия, получается, спортивных жен. Это не индустрия. Ну, блин, это вот такое положение дел. И некоторые жены не смиряются с этим. И они как-то борются, и они стараются. А некоторые просто, ну, так вот есть. Ну, типа, я вот этим плачу за свой статус. Подожди, я его долго готовила, и мы должны по нашей челябинской традиции, ты должна в него нырнуть с головой в хоккей. Это номер 4, твой счастливый номер, твоя счастливая фамилия, все твое счастливое. Итак, я сейчас вот так открываю вход. Короче, ты должна туда нырнуть и все, и надеюсь. А если я промахнусь? Тогда второй раз попробуешь. Давай. На Ну, старт? ты сейчас получится. Давай. Внимание! Раз, два. Пошла! Ну это увлекательно, это хотя бы быстрее, чем футбол, где там лениво все ходят. А здесь, смотри, как... Какой футбол, там бывает и бегают, а в футболе раздеваются в конце, это красиво. Слушай, если эти начнут раздеваться, ты сама попросишь, чтобы убрали такое правило. А правильно, что все в Челябинске угорают по хоккею? Ну, угорают в хорошем смысле, любят хоккей. Смотрят, Да, наблюдают. очень. Ну, то есть, если ты вот хоккеиста из болельщиков кого-нибудь возьмешь и скажешь что-нибудь не так, вот из ультрасов возьмешь, скажешь что-нибудь не так про команду, тебя просто сожрут, сразу же сожрут. Смотри, обычно в КВН девочек берут, чтобы они просто так вот ходили туда, туда, или песни пели. Нет, подожди, давай вспомним команду. Это как девочка для красоты в КВН. В некоторых командах это действительно так. Но, блин, давай вспомним Лену Борщеву. Так. Это для красоты ее брали, как думаешь, нет? Кочевряжица, Перес де Куэллер, отнюдь. Что с тобой, дочка? Я всегда говорю то, что думаю. Я не знаю, зачем ее брали, но получилось по-другому. Но мне кажется, что брали в своем всегда... образе. Блин, Картункова, это прям ее взяли, думаешь? Мне кажется, это она взяла и взяла всех. Что вы себе позволяете вообще, женщина? Что я себе позволяю, женщины? Иногда после 6 не ем, а так все себе позволяю. Ну, то есть есть женщины в КВН, на которых прям реально команда держится. Актеры великолепные из них. А есть реально для красоты. Ну, то есть, как и мужчины. Есть, допустим, Мартиросян, Галустян и все армяне, что-то я давай перечислять армян всех. Ну, в общем, есть характерные герои, а есть мальчики, вот ты скажешь, ну, блин, а я даже не помню Каргинова в КВН. А он реально был в КВН, понимаешь? А я его не помню. Я его помню в стендапе, потому что в стендапе он великолепен. А в КВН он подавал просто, ну, типа, говорящая голова. Заводил на номера. Есть два факта о людях, которые употребляют мефедрон. Первый факт – это то, что от них воняет рыбой. Такой факт. Не какой-то определенный, типа не семгой там. Да, понял? И второй факт – это то, что люди, которые регулярно употребляют мефедрон, у них очень параноидальное состояние постоянно, и они всегда думают, что за ними кто-то следит. Видимо, рыбнадзор.
У меня есть трагедия, когда мы с мужем вместе смотрим КВН какой-нибудь, я не смеюсь никогда. А вы из зала смотрите или Нет, по телеку? слава богу, По телеку по вообще бесполезно, там все. У меня очень своеобразное чувство юмора, и мне кажется смешными шутки, над которыми никто не смеется. А шутки, которые кажутся всем смешными... Они предугадываемые тобой, не да? Не то, что предугадываемые, нет, но мне просто не очень смешно. Вот интересно, мы смотрим программу «Что было дальше». Там смешно тебе? Иногда да, когда жестко шутят. Вот мне смешно, когда я не могу предсказать шутку, когда неожиданно, от неожиданности смеюсь. Я первое время, когда смотрела, «Что было дальше», реагирует Щербаков, очень смеялась, но потом оказалось, что он так всегда реагирует. Да, ну блин, у него уже такой образ. Ну то есть он в жизни же не долбоеб, наверное. Я надеюсь, Леша. Я не знаю. А почему бабушка и дедушка не общаются? Все, развелись. Потому что дедушка умер. Это, конечно, сейчас был укольчик, чтобы нам всем стало совестно, но так получается, что он немножко до пизды, поэтому... Он не так, он нормальный человек. Ну, классный парень, мне нравятся его стендапы. Но что было дальше, там реально, если смотреть, не воспринимая весь его бэкграунд, что он муж, и там у него дети, и жена, и адекватный человек, просто смотришь, что было дальше, и думаешь, ну вот это конченый же человек. Ну, у него такой образ. Это как если взять мою бьюти-богиню, выдрать из контекста. Люди говорят, в смысле, она кандидат наук. Вы что, она же она говорит губов, слово губов. Не губов, а губ. По паспортным данным я архитектор бровей. Я защищала диссертацию по бровешной архитектуре. Чтобы изгиб был точным, нужно, значит, провести линию через уголок внутреннего глаза. Отмериваем от носа это все. Вот здесь заканчивается по архитектуре брови бровь. После какой шутки тебя точно уже приняли? Да все после разных шуток. У всех разное чувство юмора, ты правильно сказала. Ну, то есть не бывает такого, что я пошутила. Вот мне недавно сказали, ой, я после этой шутки на тебя подписалась в бьюти-богиня, когда я говорила о том, как определить, шлюха женщина или не шлюха. Классно, кстати. Вот, кто-то мне реально начал писать, блин, я после этой шутки поняла, что ты мой человечек. Что вот мой человечек. Мой человечек, я тебя люблю, лавки-лавки. Вот, ну, то есть после вот этой шутки. А я вот так смотрю, это ж, не эталон вообще. После этой шутки одной вдруг полюбить человека. А мне очень нравится шутка про «У вас жадная девочка». Какая у вас жадная и эгоистичная дочь растет. Вот она поигралась своими игрушками, да, уже не играет и другим детям не дает свои игрушки. Сама не пользуется и другим не дает. Фу, такой быть. Слушайте, а можно с вашим мужем переспать? Но вы же все равно сейчас на работу поедете, а он вам весь день не нужен будет. Что за тупой вопрос? Это мой муж. Нет, конечно, не можно. Какая вы жадная. Смотрите-ка, сама не пользуется и другим не дает. Фу, такой быть. Тут вот можно из этой шутки выписать было стендап. Если бы я была работоспособная и адекватная, я бы на этом выписала стендап и выступала. Ну, а сейчас нет концертов, я расслабилась очень сильно. Чьи стендап ты смотришь? Чапела сегодня смотрела, пыталась смотреть. Когда я думала, что вы опоздали, я думала, чтобы не расплакаться, надо посмотреть какого-нибудь сильного мужика. Щербакова смотрю, люблю смотреть. Значит, Щербаков. Кто еще? Кто есть у меня, называй, я их буду говорить, да, окей. Этот Ромаха, кудрявый еврей. Ну, не знаю, мне он нравится по своей легкости. Не сильно люблю ездить с таксистами, они всегда хотят поговорить, у них своя схема, они всегда начинают разговор с какой-то очень общей фразы. Типа ты садишься в такси, и он говорит, сколько лет живу, ничего не меняется. Этим он как бы предлагает тебе выбор. Если ты ответишь, что будет диалог, а нет, то монолог. Он не говорит про какие-то прям больные темы. После его стендапов легко на душе. Не знаю, как объяснить. А после стендапов, вот как должен выходить человек после хорошего стендапа? У него должно быть легко на душе или он должен все-таки, как-то что-то о чем-то задумываться? Слушай, можно легко, можно поржать, ты все равно поржал, грубо говоря, 1,5 часа, или посмеялся, мягко говоря, мягко выражаясь, 1,5 часа. Ты вышел все равно же с какой-то идеей. То есть этот стендап. Стендапы даже называются иногда какими-то сильными словами, как у Ахмедовой, допустим, харассмент. Я иду, я думаю, так, сейчас у меня что-то поменяется в сознании. Но через юмор. Потому что через юмор же легче достучаться до сознания человека. И в принципе, если ты выходишь со стендапа, ты посмеялся, у тебя хорошо на душе, легко, но мысль есть. Вот это круто. Когда позиция есть у стендапера, когда его видение какое-то есть. А когда ты просто
вот я сходил на ванлайнеры, вот эти, которые одними шутками, там есть безумно смешные ванлайнеры, но типа для меня это какой-то недостендап, как будто человек просто юмор ради юмора. Ну, то есть у него просто лайн, и ты выходишь со стендапа, думаешь, ну, я поржала там в местах в некоторых, а в некоторых нет. И чё, блин, а чё вот он хотел сказать? Да ничего он не хотел сказать. Он хотел сказать, что он умеет писать смешные шутки. Мне интересно пообщаться с человеком. То есть, когда приходишь, пофиг, к тому же Руслану Белому я ходила на концерт, к нему пришел, он с тобой как будто поговорил. Мне нравится моя жизнь, это чистая правда. Безусловно, бывают тяжелые моменты, я не спорю, бывают. Особенно сейчас зимой. Вот сейчас придет зима, зима же только для двоих, да? Одиночки в зале не дадут собрать. Зима же нетолерантна к одиночкам, вообще нетолерантна. Зима же для двоих, особенно когда идет снег, -5. Вот эти вот находятся двое, которые любят друг друга, блядь, 15 минут. И такие, надень шарф, нет, ты надень, нет, ты надень, нет, ты надень, нет, ты надень, ты. Хочешь сказать, сука, купите второй шарф, блядь. Хер бы с ним, смешно, не смешно, это второе дело. Он поговорил с тобой, тебе стало понятно его боль какая-то, его проблемы. Надеюсь, это не выдуманные проблемы, потому что, ну, интересная у него жизнь. С местами смешная очень. С залом он прикольно поговорил, с первым рядом, кого-то унизил, там, это мое любимое вообще все. А ты любишь, когда унижают? Я на втором просто ряду сидела, поэтому до меня не достало это все. Так тебе что было дальше надо тогда идти? Если ты любишь, чтобы унижали? Нет, вообще нет. Нет. Смотри, когда кто-то выкрикивает из зала, и ему прилетает от стендапера, это заслуженное унижение, так и надо. А что было дальше, приходит герой, он сидит, он ничего плохого не сделал, и они сразу, ты что, пидор? Ну, не знаю. Ну, то есть, я 2 раза снималась в «Что было дальше», и оба раза не вошли никуда, потому что я максимально стрёмный персонаж. Я сижу, ну, то есть, меня, допустим, если кто-то оскорбляет, я просто сижу на него, смотрю, как на дебила. Ну, типа, за что? Ну, то есть, они, допустим, ну, ты написала свои книги, это говно собачье. Ну, то есть, я и не оправдываюсь, и не смеюсь. Просто, ну, невозможно с таким человеком записать нормальную передачу. Я гнилой персонаж для этой передачи. Дидков, я думаю, что он ушел, потому что он не смог вынести вот такой формат. Формат тяжелый. Ты должен каждый день обсирать людей. В какой-то момент не хватает говна, мне кажется, просто. Или ты начинаешь ненавидеть, или тебе начинают писать какие-нибудь комментарии, типа, ты чё? Ты совсем... А ты-то кто такой черт? И ты думаешь, а я кто такой? Ну, блин, самые тонкие шутки. Так он самый, значит, ранимый человек из них. Вот это «От улыбки» песню запрещаем нахуй. Это прямо так я на заседании и говорю. Честно, а где это показывает? Мне кажется, вы там так себя ведете. Я тебя возьму, посмотри как. Ой, нет, спасибо большое. Лучше я уже тогда исчезну полностью. Я читала, что он ушел из-за хейта в его адрес. Из-за хейта подписчиков или из-за хейта? Возможно. Подписчики вообще не гнушаются ничем. Люди любят, у нас в России люди любят похейтить. Мы начинали сравнивать, мы когда с хоккеистом жили, мне было интересно, как там культура, ну то есть взаимоотношения мужчин-женщин, вот это все равноправие, когда женщина руководит даже там чуть-чуть вот в ту степень, там феминизм победил уже окончательно. И я спрашивала по поводу хейта, он говорит, у нас, ну никогда, ну ты приходишь в красивом платье, тебе скажут, красивое платье, какая ты красивая, такое платье просто огонь, и ты огонь, и платье огонь, вот так скажут. А в России, говорит, Придет девушка в красивом платье, ну вот что ей скажет? В лучшем случае ничего. В худшем скажет, ну и шлюха. Я вот так реагирую на красивые платья. Просто скоро на скамейку сяду у подъезда и вот так буду наркомант и проститутка. Со мной сядут рядом. У тебя много хейта? Ну, мне хватает. Когда после прямой линии с президентом какой-то остановил меня ДПСник и посмотрел документы и такой говорит, о, это же вы та идиотка, которая тупой вопрос президенту задала. Такой стоит. Это что касается травли. Вот я тогда в полной мере ощутила, что как ты там оказалась на этой прямой линии? Слушай, я должна была в этот день улетать домой в Челябинск, и мне говорят, а ты хочешь задать вопрос президенту? Тут просто так все сложилось, что нас пригласили всех блогеров вот дружно задать вопрос. А вопрос они с тобой согласовывали? Естественно. А это можно говорить? Ну, я не знаю. Ну, там все очень подконтрольно. Я кандидат наук, но я сейчас работаю блогером.
И сейчас, на данный момент в России, это не профессия, это нищета. Ну, то есть, когда-нибудь наступит такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией. Он тебе тогда сделал комплимент. Я не верю мужским комплиментам. Наташ, вот вы сказали, что вы уже взрослый человек, вам 38 лет, хотя вы, конечно, выглядите гораздо моложе. Честно говоря, для меня даже неожиданно, что вам 38 лет. Когда ты задаешь мужчине вопрос, а он не отвечает тебе на вопрос, а дарит тебе комплимент, то, скорее всего, это просто какой-то люфт, чтобы подумать. Временной промежуток, пока женщина млеет от комплимента, у меня есть время подумать. Мне кажется, мужчины так используют комплименты. То есть это вопрос не тот был, который тебя волновал? Слушай, тот, который меня волновал, мне бы не дали задать, мне кажется. А про что это было бы? Про экологию в Челябинске. У нас очень плохая экология. И чем дальше, тем становится все хуже и хуже. Ну, то есть мы смеемся, конечно, что когда коронавирус начался, мы маски не прекратили носить, мы просто продолжили их носить, потому что, ну, дышать реально нечем иногда, когда выбросы особенно. Но зато закаты я просто млею. Там и сиреневый, и зеленый, там и авада-кедавра. Все очень красиво у нас в Челябинске. Но дышать сложно. Вот, естественно, я бы задала этот вопрос. А можно на это, вот мне все интересует, знаешь, в чем? Можно ли на этой линии, вот ты договорилась с ними, что ты один вопрос задаешь, а это же прямой эфир. Но технически можно, я об этом подумала. Но представляешь ты, что ты такая вдруг шестеренка в мощнейшей машине, уже разогнанной, и вдруг против что-то сказала? Не знаю. Мне кажется, тебя сомнут просто, и все. Ты не оппозиционер? Я боюсь за свою жизнь и жизнь своих детей и родителей. У меня они пока все живы, и хотелось бы, чтобы так было и дальше. А прикинь, ты его спрашиваешь, что с экологией в Челябинске, когда закончится... А он говорит, как вы красиво выглядите. Да, какая вы красивая. Вот поворот. Но я уже такая думала, я же после этого много думаю, надо было сказать, когда он сказал, как вы красиво выглядите, надо было сказать, так это экология в Челябинске, мы просто умираем в 20 лет и не меняемся после этого, как вампиры. Можно было вывести на экологию в Челябинске. Можно было вывести. Тогда бы меня никто не наказал, потому что это просто течение разговора. Ну вот так повернула женщина умная разговор. Но я была недостаточно умна в тот момент. Парилась потом, да, сильно? Очень сильно. Я, наверное, год думала об этом. Так у меня даже статья была, про меня статья была где-то в СМИ, в электронном. Мне скрин скидывали, типа, проститутка задала вопрос президенту. Да ладно? И кадр где я в образе бьюти-богини с губами мимо губ накрашенными, с пушапом. Ну, вот эта фотография из образа, мой образ. И все, и заголовок. И я, офигеть, как стрёмно. Ну, это реальная травля. Ну, то есть в какой-то момент началась дикая травля отовсюду. Мне звонили каждую там секунду СМИ. Вот я только вышла из прямого эфира с президентом, и начались звонки просто каждую, минуту. Не было ни одной минуты. Я просто сбрасывала. Сбросить, потом отключила телефон. А славы, популярности, еще чего-нибудь это принесло? Нет, конечно. Нет. То есть после прямой линии подписчиков не прибавилось? Нет. У меня сколько было. Я тоже такая думаю, ладно, на меня льется столько говна, но может быть это хоть какую-то мне пользу принесет, узнаваемость или еще что-то. Ну вот меня узнал гаишник, сказал, это вы тупая женщина. Да, это я. О, сейчас мы все узнаем. Менты. Здрасте. Здрасте. Если что, вы записываете, что они мне говорят, если узнают. Дайте мне достать документы. Здравствуйте. Водительское удостоверение. Все, узнал. Все? Отпустите, пожалуйста. До свидания. До свидания. Узнал. Все, узнал, езжайте, блядь, нахуй, вы мне нужны. Ну, с какой-то обреченностью узнал. И если у вас так оказалось, что на улице совершеннейше нет носков, то попросите носочки у товарищей господов ментов. Они вам обязательно подкинут носки. Потому что я видела, как они подкидывают даже наркотики. А наркотики, чтобы ты понимал, да, намного дороже, чем какие-то носки, да? Потому что ментам ничего не жалко, они щедры. Чтоб ты понимал, конечно же. Твое великое чувство юмора, когда оно проснулось? Прямо оно великое? Да. Да вы что, прикалываетесь, что ли, блин? Вон великий Жванецкий, Зощенко. Я-то кто, блин, хожу тут по Челябинску своими ногами 40-летними, блин, топаю. У меня наконец-то размер ноги совпал с возрастом, я сейчас поняла.
Я хотела сказать, 40-размерными лапами. Наташа 40 на 40. Ладно, когда ты начала шутить? Ты в детстве вообще шутила? Ну, у себя в голове я шутила очень смешно всегда, но очень тихо и неуверенно. Когда неуверенная подача, никто не будет смеяться, когда ты сам не веришь в свои шутки. И было стрёмно, знаешь, когда в команде КВН, когда ты, допустим, какую-нибудь шутку, говоришь, а кто-то за тобой ее повторяет, и над его фразой смеются, и ты думаешь, так я же только что сказала то же самое, только неуверенно, но это была та же самая, реприза была та же самая. Почему вы надо мной не смеетесь? Блин, обидно. Ты в какой-то момент понимаешь, что теперь уже не над всеми шутками не смеются, а над 5% юмора твоего смеются. Ты уже такая, Потом это превращается в 10%, там, 50%. Когда 50%, вот у меня сейчас, допустим, процентов, наверное, 60 на 40. То есть над 40% моего юмора не смеются. А что ты чувствуешь, когда ты стоишь на сцене, шутишь, а в зале гробовая тишина? В Крокусе на 4000 человек было. И я на 4000 человек первой же фразой себя утопила просто. А что ты сказала? Привет, Олимпийский, я сказала. Мне казалось, сейчас все посмеются. А люди, видимо, уже устали от такого юмора. Они уже там часов 10 до меня сидели. Большой очень концерт был, я в конце. А так ты не ошиблась, ты пошутила? Нет, я пошутила. А потом мне сказали, что до меня уже кто-то... Мне кажется, каждый до меня уже так выходил, шутил. И я уже там, прикинь, 20-й человек, который так шутит. И они, конечно, извиняющая тишина. И слышно, как эти щебечут, в траве стрекозы. Как ты впервые оказалась на сцене в Москве уже? Мы дошли до премьер-лиги. Там мы очень знатно облажались. Мы молодая команда, мы боимся. Когда команда выходит, и она сыт, это видно. Когда команда выходит, и она кайфует от себя, даже если она несет чушь, это видно, этот кайф виден. И это смешно, и хочется расслабиться. А когда команда или человек выходит на сцену, и он зажат, зал тоже зажимается. Хочет зал или не хочет. Мы просто оттарабанили материал, забежали за кулисы. Масляков сказал, до свидания, домой, все, идите. Там из 10 команд, грубо говоря, проходило дальше 9, и мы поехали домой. Одна команда просто, езжайте домой, ребят, все, это не ваше, идите. Кто там главнее в этом КВН, Масляков или его жена? Для меня были они все страшные. Все, абсолютно. Я всех боялась. Даже младшего Маслякова побаивалась на всякий случай. Он сидел на генпрогонах. То есть это человек, который может сказать, этого номера не будет, этого не будет. Это мне не интересно. И она тоже может, скорее всего, сказать, вот это в кадре будет смотреться фигово, убирайте. Или там переделывайте. Кто, главный? Кто Мне кажется, есть решение? еще кто-то третий главный, который вообще не из их семьи, и он прям руководит, а они вообще в шоу. Они его подчиняются. Почему люди, которые играют в одной команде КВН, так часто влюбляются в друг друга, заводят романы и даже семьи? Не связано ли это с тем, что вместе смеяться – это одно из самых сексуальных вообще развлечений, которое может быть? Для женщин, да. Когда мужчина с чувством юмора. А когда женщина с чувством юмора, это не основополагающий фактор. Почему? Для мужчины мне рассказывали мужики, что классно, когда у женщины чувство юмора схожее с твоим. То есть она смеется твоим шуткам. Да, ты посмеялся над чем-то, и она над этим же смеется. То есть тогда мужик понимает, что у этой женщины хорошее чувство юмора. Она мне нравится. А если она смеется над другими шутками, или она шутит остроумнее, чем ты, нафиг тебе конкурент в доме. Но ты вышла замуж за парня из своей команды. Он играл в противоположной команде. Ах, да? Да, они наши враги были заклятые. Ненавидела их жутко всех. Это вот великий московский шовинизм, а Челябинск там вся одна команда. Они из Шадринска были, тем более. Вот это шовинизм, великий шадринский шовинизм. Твой брак, это был результат чувства юмора? Слушай, там сложно сказать. Я влюбилась. Когда человек влюбляется, он особо не понимает, подходит ему человек, не подходит. Тебе кажется, это все мой последний шанс по любви выйти замуж. Дальше будет только по расчету только. Кажется, что я влюбилась, вот так влюбляется только раз в жизни. А потом проходит любовь и влюбленность, и тебе кажется, в следующий раз уже будет точно последний раз в жизни. А сколько у вас любовь длилась? Я была влюблена год точно. Прям я фанатела. Мне казалось, такой замечательный человек. И ты выходила замуж на 8-м месяце беременности? Да. Мы до беременности же год встречались как-то. А почему вы раньше не поженились? Тебе хорошо с человеком, хорошо. Тем более насиловать мужика. Мне казалось, это так дико, что я предложу, слушай, все равно мы тут кукуем вместе. Давай ты мне предложение сделаешь. А мы тем более купили кольца и ходили, всех обманывали, что мы
расписались с золотыми кольцами. Ну, я не знаю, мне казалось, это весело. Потом, когда я поняла, что я беременна, я, во-первых, зарыдала, мне казалось, все, у меня жизнь кончена. Потому что я выходила на защиту, я на 4-м месяце защищала диссертацию. Никто не знал, что я беременная. Я ездила в Магнитогорск, по пути блевала, потому что токсикоз был жуткий. Это первый триместр. Мне надо было на предзащиту ездить. И мне мой научный руководитель сказал, не смей даже педалировать, не смей говорить, что ты беременная, не нужна тебе эта жалость. К тебе, наоборот, тебя заклюют. Если узнают, что ты беременная, поймут, что ты из жалости пытаешься получить диссертатскую степень. Не смей говорить, что ты беременная. И я в таком бежевом пиджаке вот тут застегивалась, так же утягиваешь, чуть-чуть, стараешься не особо дышать, и все, защитилась превосходно, никто не знал. Они ненавидят беременных. Людей, близких к науке, к исследованиям, это все напрягает, вот это вот мирское, что человек беременный, иди рожай, зачем ты в науку приперла? Стендап? Можно и стендап в это выписать, но пока кроме боли, кроме возмущения и боли, юмора там у меня нет. То есть нельзя рассказывать стендап, пока тебе больно. Вот ты переживи эту ситуацию. Да? Да. Потому что я рассказывала про развод однажды, лет 5 назад, и у меня было не так смешно, как сейчас. Вот сейчас читаешь книгу, мою книгу читают и говорят, ой, я так поржала над твоим разводом. А я думаю, капец, там же боль. Но уже я эту боль рассказываю так, что кажется, как это весело. Развестись, это так хорошо. Слушайте, подъехали новости, откуда не ждали. Британские или какие-то такие же дофига фантазийные ученые, как британские, обнаружили ген развода у женщин. То есть это ген, который провоцирует нас подавать на развод. Обнаружили они, значит, такой ген. Причем ген, который заставляет мужика лежать на диване и ничего не делать, они не обнаружили. Ген, который заставляет мужика постоянно бухать каждый день, они тоже не обнаружили. Ген, который заставляет мужика бить свою женщину, они тоже не обнаружили. А ген развода, сука, на тебе, и обнаружили. Вот вы молодцы, британские ученые. Вы когда, сука, обнаружите ген, который отвечает за пиздливость британских ученых, а? Я сама сейчас буду искать, просто я подключусь, я вам гарантирую, я найду. Ты плакала, что ты забеременела, а плакала ли ты, когда ты узнала, что у тебя двойняшки? Нет, я обрадовалась, наоборот. Когда пришла делать УЗИ, значит, смотрит УЗИст и говорит, хотите, я вас обрадую? Я думаю, понятно, это шовинизм вот этот мужской. Думает, я сейчас обрадую, у вас мальчик, думаю, скажет. Если девочка, то не обрадую. Вот так, что первенец должен быть мальчик. И я уже такая говорю, давайте, обрадуйте меня, чем вы меня обрадуете тут? И он говорит, у вас двойня. И вот тут я обрадовалась. Я очень хотела. Я когда узнала, что у меня двойня, я думаю, господи, хоть бы хотя бы один из них был мальчик. Ладно, второй пусть будет девочка, если захочет. А потом оказалось, что оба мальчика. Я думаю, как это классно. Не знаю, я вот из тех шовинистов, наверное, которые, я не знаю, почему так повелось, что первый должен быть мальчик, потом девочка, и это идеальная семья, чтобы сниматься в рекламе майонеза. В какой момент в этом браке все пошло не так? И какую роль в этом играла работа? Или никакой? Очень сложно сказать, в какой момент брака все идет не так. Поэтому я уже максимально раскладывала всю систему, думаю, где пошло все не так. Может быть, когда я приехала из роддома и сказала, что мне нужен развод, может, вот там пошло все не так. Я не знаю. Я приехала из роддома, мне тяжело далось рождение детей. Были проблемы, нас оставили, мы 10 дней лежали в клинике, в роддоме. Нас не выпускали. И когда я приехала домой, я истощенная эмоционально была. Я просто ревела целыми днями. Я не могла понять. Не понимаешь, что ты должна делать для детей, чтобы они не умерли. Я подходила, подбегала к детям, слушала, дышат ли они, не дышат ли. То есть вот такая я была мамашка. И мне казалось, что я сейчас приеду домой, и мой муж мне поможет. Потому что в одно рыло я уже не справлялась. И я приехала домой, и он говорит, слушай, нам в Питер надо ехать, у нас фестиваль. И я понимаю, что этот фестиваль, он не принципиальный. Нет такого, что мы поедем в Питер, и у нас откроются перспективы. Это обычный КВН-фестиваль для команд. То есть я КВНщик, я знаю, что это. Это просто отдохнуть, набухаться и выдохнуть. То есть он уезжает отдохнуть. И он уехал на несколько недель, а я осталась с 2 детьми после операции Кесарева. Мне нельзя поднимать ничего тяжелое. Как после этого будет все хорошо в семье? У тебя все равно меняется отношение к мужчине, правильно? Как бы сильно ты его не любил, как бы сильно не хотел от него детей и жить долго, счастливо, умереть в один день, ты хочешь, чтобы он умер завтра, блядь. А ты попозже, через 100 лет.
Ну, так, после этого ты еще там сколько-то протянула с ним. Ну, потому что, да, ты такая думаешь, Наташ, ну все, ну ладно, хорошо. Ну, все мужики, наверное, такие. Ты же все время убеждаешь себя. Все мужики такие. Всем мужикам нужна воля. Ну да, там изменил. Все мужики такие. Ну да, бухать. Все мужики такие. Ну да, ударил. Ну все мужики такие. Ты же все время, ну, думаешь, ну, вряд ли я такая какая-то особенная, что на меня свалилась вот эта вся пиздецовая пиздеца. Скорее всего, это все встречается со многими женщинами, но многие женщины сильнее, чем я, и проходят через это. А я что, не пройду? И ты идешь, и тебе все меньше и меньше нравится. Есть такая теория, что русские женщины, они ради того, чтобы остаться замужем или быть замужем, да. или вот, ну, иметь потому статус. что без мужа ты как будто бы неполноценная, понимаешь? Мне когда встречаемся мы с кем-то, с новыми, говорят, ой, меня зовут Наташа Краснова, они такие, ой, а кто ты, где ты работаешь? Первый вопрос, где ты работаешь, замужем ли ты? Ну, то есть вот основные, почему тебя ценят, по твоей работе и по наличию мужика. И именно поэтому женщины в России чаще, чем в других странах развитых, терпят то, что называется модным словом абьюз. Абьюз, да. На самом деле терпят насилие, терпят то, что их бьют и унижают. Есть такое. А есть еще такие женщины, которые умудряются подстроиться как-то и получать даже удовольствие. От чего? От того, что тебя бьют? Да, и унижают. И что есть возможность жаловаться подругам, говорить, мой вчера меня опять ударил. Ну, это же травма, это же потому да, что... тебя пожалели, ты опять в центре внимания. Ты как бы ничего не делаешь, ты просто позволила себя ударить или спровоцировала даже. Допустим, есть и такие. Что у вас было? Ну, такого у нас не было, слава богу. Ну, у нас была просто семейная жизнь, просто тягомотная семейная жизнь, где я почему-то отказалась от сцены и занималась детьми, а он не отказался ни от чего. Понимаешь? Его карьера шла в гору. Он становился все круче, 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 а я оставалась просто, ну вот, знаешь, типа тыл какой-то. Когда мы Хорошая жена. Ну, я не хочу быть такой хорошей женой. Это такая хорошая жена, которая глубоко несчастна. И когда мы выходили в свет с детьми, все говорили, какие дети, они так похожи на батю, блин, ну ты вообще молодец, как ты таких родил? Я думаю, вы что, охренели, блин? Из моей писи доставалось, блин, вы что? Ну, из живота, ладно, кесарево было. Ну, то есть максимально меня задвигали на такой задний план. Я вообще была никем, по сути дела. То есть это была еще и ревность. Это была ревность, это была злость, это была, не знаю, ненависть. Это было очень много всяких негативных качеств, почему-то, которые, возможно, было бы через психолога решить. Но я не ходила к психологам, потому что я им не доверяла. Потому что нафиг, я же сама себе психолог. Вот такая я была женщина. Сейчас изменилась? Ну, я хожу иногда к психологам. Поговорим. Они мне что-нибудь скажут. Так легче становится. Поржем, да. Сколько лет ты терпела все это? Получается, год я была влюблена, потом я приехала из роддома, осознала, что теперь, ну, взрослая жизнь у меня началась, а у него не началась. И где-то еще 7 лет мы были в законном браке. Да это очень легко терпеть, когда ты просто живешь. Ты занимаешься детьми, ты думаешь, ладно, ну не получается с мужчиной, но у меня есть дети, и ради них все я буду делать ради них. Ты занимаешься детьми, они пошли там в детский сад, к логопеду надо отвезти, ты к логопеду ходишь, что ты переживаешь, занимаешься развивашками с ними какими-то. У тебя просто, ну то есть женщины, которые концентрируются на детях, это не конченые вот эти женщины, которые я все, родила детей, муж мне не нужен. Ну просто у нее не получается что-то с мужем. Знаете, в чем прикол? Когда вы рожаете мальчика, когда вы становитесь мамой пацана, вы начинаете по-другому, я по-другому относиться стала к мужчинам в какой-то момент, когда им исполнилось, наверное, лет 7-8 пацанам моим. Я начала понимать, что все мужчины — это чьи-то сыновья. То есть где-то есть мама бедная, которая, блин, сынок, что ж ты долбоёб такой. И я теперь прощаюсь с мужчинами очень мягко, боясь задеть, что это же мама старалась чья-то. Ну вот так родила, в пол. Человек. Я читала о том, что ты рассказывала, что твой первый муж... Официально мы замужем, Наталья Николаевна вторая. Вы, Наталья Николаевна, да. Она была замужем 1 раз, а 2-й раз мы просто жили. Это я называю гражданский брак, и все люди-женщины, потому что женщины тоже люди, если вы не знали, люди-женщины называют гражданским браком просто банальное сожительство. Ну, то есть, по сути это то, дела, что с Дэроном было? Да, с хоккеистом это сожительство. Ну, как ты его, хоккеист? Ну, просто, хоккеист. Ну, просто это олицетворяет. Когда я говорю Дэрон, они такие, Дэрон, боже, это что, принц Скандинавии, блядь? А тут я говорю, хоккеист, понятно. Ну, то есть образ вырисовывается. Что, а Александра ты как называешь? Никак, муж первый, муж.
Муж он первый. единственный. Муж и хоккеист. Все, муж и хоккеист. Муж и хоккеист, все. Мы разобрались. Значит, правда ли, что когда ты жила с мужем, он говорил тебе о том, что живет с тобой из жалости? Ну, это он перед разводом прям накануне сказал. Ну, не накануне развода, а накануне того, как ушел. Когда уже скандал был финальный, после которого он никогда уже не возвращался. Ну, он сказал, ты запомни, я 2 года уже живу с тобой с жалостью. Я такая посчитала, думаю, ага, долго. Это обидно, когда тебе говорят, что ты живешь, что с тобой живет мужик с жалостью, а ты еще не последний сорт, понимаешь? А я еще на тот момент вела передачу какую-то, я ведущая передачи на ОТВ, областное, ёпта, челябинское телевидение. Я думаю, я ведущая телепередачи, снимаем уже 11-ю серию передачи, которую веду я красива, умна, благородна, я молодец. Я родила ему 2 детей сразу, блин. Ну, то есть, мне казалось, я такая прям молодец. Как меня можно любить, ну, типа, жить из жалости? По факту можно было спокойно выдохнуть, сказать, Саш, все в порядке, давай сходим как к психологу. У нас какие-то проблемы в семье, причем очень давно, и причем претензии у меня есть и с моей стороны, и у тебя с твоей. Давай обговорим. И мы бы обговорили, и мы бы развелись все равно, потому что мы абсолютно несовместимы. Мы бы развелись, но развелись максимально спокойно, понимаешь? А что дети про это думают? Я боюсь их спрашивать. Ну как вот посадить ребенка, у них сейчас подростковый период, у них свои там, у них в организме перестройки, у них так сложности в общении с людьми, скорее всего. Они не понимают, как себя социализировать правильно, ну, скорее всего, у них какие-то есть сложности. И я тут такая, слушайте, а вот мы с папой с вашим развелись. Вот вы как думаете, мы вот почему развелись? А что за сложности у нас? Они общаются с ним? Ну, я надеюсь, что да. То есть ты не в курсе? Ну, я иногда спрашиваю, ну как, блин, он не приезжает обычно, поэтому онлайн. Я надеюсь, он им звонит, там, я не знаю, пишет. Им было, наверное, лет по 8. Он написал Тимуру, типа, ой, привет, что делаешь сегодня вечером? Тима такой, ой, я типа свободен, пап. Он говорит, ой, прости, не тебе, я типа другому писал. Нет. Прикинь? Так обидно, пиздец. Я все равно на него злюсь, но теперь, ну, типа, ушел и ушел. Мне, ну, я не планировала с ним состариться и умереть в один день, хотя планировала. Ну, блин, типа, не то, что за детей обидно, мне хочется защитить детей от потрясений. А это, как ни крути, потрясение. Ну, типа, как-то хочется обезопасить их. Но опять же, я знаю, я же не могу их защищать вечно. Пусть, может, они узнают, что вот есть такое, как-то, ну, справятся с этим, и дальше будут жить уже, ну, с оглядкой на то, что люди бывают разные. Получается, что... Вот в каком году ты вышла замуж? 2006. 2006. К этому моменту ты бросаешь свою карьеру. Ну, я не до конца бросила, я просто ее перенесла со сцены, ну, вот с такой, на которой я бы хотела выступать, ну, допустим, на ТНТ, на телевидении. И я перенесла ее на школьную. Я была режиссером школьной команды КВН. Ну, то есть технически я не переставала работать, и все равно была творческим человеком. Ну, просто в сжатом вот в таком виде. Давало ли тебе это ощущение самореализации? Не до конца. Ну, было ощущение, как будто я достойна чего-то большего. Но оно мне всегда такое. У меня завышенная самооценка, видимо, какая-то. Ну, типа, когда ты копаешься там в песочнице, а ты могла бы шахты рыть, понимаешь? Что у тебя еще сил столько много, и твоей дури хватает, а тебя заставляют сидеть и молчать. Ну, невозможно так долго. Жалеешь ты о том, что ты так долго это терпела? Нет. Я всегда думала, что карьеру надо начинать прям с молодых ногтей. То есть, если ты в 20 лет не вышла на сцену, не запела, не затанцевала, то все, сиди и рожай детей. Но если ты родила детей, дети взрослеют. Ну, то есть, вот этот период, когда я могла увидеть там первые шаги, первые слова, вот эти, если бы я была на сцене и вот этого не увидела, это все я бы не вернула, я бы не отмотала, не посмотрела. А сцену, смотри-ка, я в 30, получается, 5 лет, когда говорили, в 35 лет начинать карьеру, тем более блогера, она что, конченая какая-то? Казалось бы. Ну вот началась карьера, продолжилась и продолжается. То есть, получается, я все это время, я собрала все сливки, я кайфанула от взросления детей, грубо говоря, вот первые там 7 лет самые, они насыщенные. За 7 лет ребенок научается говорить, ходить, смотреть, есть сам, что-то там, нести ответственность за свои поступки. А сейчас они мелкими шажками просто взрослеют, и я иногда приезжаю, что-то поглядываю,
что делать? И уроки. Я говорю, ну, конечно, я знаю, какие вы там уроки делаете. Сажусь сама, что-то там ищу и гуглю. Вчера историю делали, я прямо обрыдалась просто. Петр Первый, ненавижу его. Зачем он столько сделал? Я столько не выучу. Блин, А зачем ты читаешь Достоевского по ночам? Не знаю. Ну, я такая думаю, я что, блин, совсем тупая буду Достоевского читать. Не знаю, какой-то вызов, что ли, себе, что я в школьной программе что-то пропустила, что-то я прочитала. Пушкина легко читать, Лермонтова легко читать. Его или любой школьник с ним справится. А Достоевского я, видимо, где-то схитрила и написала сочинение, не читая Достоевского. Все, я Достоевского не читала вообще в школе. И тут я села читать, и ох ты ж, ёлки. И не, «Преступление и наказание» я читала. Ну, очень по верхам. То есть я вот эти все глубинные проблемы я не помню. Я помню, что зарубил бабку, и все. И что она процентщица. Все. И то это нужно было, чтобы шутки, наверное, в КВН писать. Ну, то есть, я клянусь, я политический строй в России я знаю по анекдотам. Грубо говоря, там, когда... А которые ты писала? Ну, нет, которые я читала. Ну, то есть, там, какой-нибудь анекдот, там, умирает Андропов. Я такая, ага, Андропов, значит, умер, значит, он правил, значит, где-то Россией. Ага. Ну, то есть, как-то выстраивала по анекдотам, по каким-то историям. И частенько спрашиваете, мол, Натулечка, Натуляу, а как бороться с печенегами, которые заполонили на кухне? У меня одни печенеги, я не знаю. А печенеги дофига страшны, что они нападают с тыла. И как бы в тылу и откладываются у вас. Это самое страшное в печенегах. Блин. Если печенега упала у вас на пол, то это автоматически является уже половец. А в следующем туториале я расскажу, как с такими знаниями ощутиться в Государственной Думе. Фу, берегите себя. Что ты сейчас Достоевского читаешь? Какого? Я читаю «Идиота». Он, оказывается, здоровый капец. Я думала, «Идиот», но книжка, думаю, ну, наверное, вот так. Почему-то я думала, она небольшая. Там капец она. Длинная. Я думала, она закончится, когда вышел «Идиот» и сказал, я стал богач, возьмет в жены, значит, самую красивую Настасью Филипповну женщину, Настасью Филипповну, и Настасья Филипповна скажет, все, я согласна. Все. Я думала, на этом все и закончится. Ну, то есть там логично к этому все и шло. Если бы это был фильм на Netflix, там бы так все и закончилось. И тут он говорит, вы хотите за меня замуж? Она говорит, ах, оставьте, и куда-то сваливает. Все. Фердыщенко в шоке, все в шоке, сели. И все, я давай читать дальше. Думаю, да подождите, я за Настасьей Филипповной слежу, а ее уже все нет и нет. И я переживаю, что она померла по ходу книги. А Достоевский мне об этом не говорит ничего, просто молчит, как зараза. Ну все, я просто... Ну, мне уже принципиально дочитать, потому что я прочитала уже 80%. У меня уже осталось прям... Слушай, а ты же училка? Ну, я училка. Ну, по образованию... Детям так же рассказывала? Нет. Я преподавала, когда я после вуза только вышла. Я преподавала очень строго. Там ребята, мы писали план на урок. Ну, то есть ты пишешь план на урок, нас заставляли писать план на урок. Здравствуйте, дети. И предполагать, что они скажут здравствуйте, учитель. Вот это все выписываешь сценарий. И по нему потом ты ведешь урок. Вот первый год я вот так вела. А какого возраста были дети? Началка. Ну ладно, началка. Они прощали это все. А старшие бы не простили. Старшие бы ржали надо мной. Хотя я преподавала английский язык в колледже. Но английский язык это не так ответственно, как началка. Да ничего себе не ответственно. Но язык английский ты преподаешь для людей, которые там группа строителей, там группа швей. Ну, то есть английский для них постольку-поскольку. Ну, не выучит строитель английский, и что? Ну, он также будет руководить стройкой без английского. А у вас нет no mask. Ротовое отверстие совершенно не прикрыто ничем. I am sorry, блядь. Нет маски. Такие слова, no, не помогут. Но они влюблялись в тебя? Ну, конечно, да. Ну, мне 22, 23, 22-23. Да. И им около там 20 тоже. Ну, типа, Наталья Николаевна, что вы делаете сегодня вечером? Вот это все. А ты что? Ну, мне приятно. Я такая, господи, я Наталья Николаевна. Ну, боже, мы все же дуры. В 20 лет очень приятно, когда к тебе катит яйца какой-то молодой, симпатичный, пусть даже ученик, ладно. Ну, тем более в 20 лет, это же, считай, можно уже? Ну, можно, конечно. Но профессиональная этика нельзя. Ну, было? Ну, не было. Но хотелось. Особенно хулиганы всякие нравились очень сильно. Да, это же советский фильм. Учительница и хулиган. Ну, типа, «Весна на Заречной улице». Да. Я думаю, так, подождите, исправлю этого хулигана, а потом мы поженимся. Да. Ну, мы не поженились, вот. А, то есть все-таки был хулиган? Да, ну, есть, знаешь, любимчики. Ну, то есть это не значит, что ты спишь и видишь, как ты реально поженишься с ним.
ты просто такая думаешь, блин, каков подлец. Вот если я встречу какого-нибудь такого же, но там 40-летнего, я обязательно выйду с него замуж. Но в 40 лет так себя не ведут. В 40 лет адекватные уже люди в основном. С начальными классами я работала на начальных классах, когда писала 3 года, когда писала диссертацию. Мне надо было преподавать, чтобы понять, является ли экономическое образование необходимым и достаточно разработанной темой вообще, чтобы внедрять его в начальную школу. И я доказала, что необходимо внедрять экономическое воспитание. Представляешь, какая дура была, пока я не родила детей. И не поняла, что такое образование, и как родители страдают бедные. И дети как страдают. А я разработала игровую программу, чтобы ты понимала. И все такие, ну да, надо внедрять, надо внедрять. Как экономике детей учить? Да. Ну, так классно. В началке. Ну вообще супер, чтобы деньги не умели считать, конечно. Ну вон они у меня умеют оба. Ну так внедрила? Один, блин, экономит свет, постоянно выключает за мной. Ходит. Молодец. Это осознанное потребление называется. Я сегодня собираюсь к вам, но Тима подходит и говорит, мам, ну-ка, не могла бы ты нам скрафтить борщ? Чё, Тима, чё, скрафтить чё? Артур, иди скорее сюда, тут мама начала лагать. А бывает, когда у тебя бьюти-богиня перерастает в тебя, и ты иногда в обычной жизни ведешь себя, как она? Да, ну вот ты же видела, когда я пытаюсь что-то изобразить, блин, какой-то караул, я в жизни начинаю себя вести так же. Я начинала забывать, как согласовывать части речи. Это такой ужас. Фонетически я забывала ударение, куда правильно. Это такое, неприятное ощущение. Что теперь будет? У меня вот голубь Валера сейчас выступает. Просто когда я даю советы, это всегда какой-то... Меня спрашивают, Наташа, какое ты право можешь давать советы? Я говорю, действительно, а вот голубь Валера, а что они скажут голубю? Что ты голубь? Он говорит, я знаю. Хотите, хавайте то, что я вам даю. Не хотите, я полетел. Все. Удачный образ. Это как маска, за которой ты скрываешься. Без образов, без масок, без тети Наташи, без вот этой... Ты там человек хороший или как ты человек вообще? Если вы вдруг ощущаете, что вы злой, плохой, нехороший, негативный человек, говорите, что ретроградный Меркурий. Почему вы убили человека? Ретроградный Меркурий. Почему вы воруете из бюджета? Ретроградный Меркурий. Ты без этой маски, ты просто ты. Ты должна думать, что ты говоришь, как ты говоришь. А тут ты можешь лупить правду, какая тебе вот на душу, как легло тебе. Сказала, смешно, не смешно, правда, неправда. Сколько стоит рекламный пост у тебя в Инстаграме? Это к менеджеру. Я не знаю. В смысле? Я очень плохо с деньгами обращаюсь. Ну ты же получаешь деньги за это? Да, они мне на карту приходят, я их трачу. То есть ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь за пост? Не смейтесь надо мной. Я очень плохо с деньгами. Я думаю, что мне надо найти такого мне кажется, мужа. что это брехня. Нет. Я раздаю деньги просто. Кому? Не за репосты, не за какую-то херню. Просто иногда нахожу людей. Мне пишут, допустим, Наташ, слушай, а у тебя есть занять денег? Я говорю, давай я тебе просто переведу. Не знаю. Мне кажется, когда деньги тебе достаются легче, чем другим людям, ты такая чувствуешь, что ты не заслуживаешь их и пытаешься им их подарить кому-то. Нет такого. То есть я трачу на себя, на детей, и если остается что-то, на родителей, на сестру, на подруг, на друзей, и если остается, а оно остается, я на людей трачу. В собачьи питомники приношу деньги. Откуда мы Серика взяли, собака из приюта. И мы в этот приют, там приют и еще один за ним приют. Они воюют, эти приюты, это прям очень смешно, там собаки и там живут. И те приюты говорят, что у вас плохие собаки, у нас хорошие. Я и тем, и другим даю денежков. Обалдеть. Вот. Поэтому я еще не накопила себе на дворец и живу в Челябинске, мне кажется. У тебя есть агентство. Да. И, соответственно, над тобой есть начальник. Да, но он уже на меня махнул рукой с самого начала. Мне кажется, он меня уже проклял, блин. Ярик, прости, пожалуйста, я очень плохой сотрудник. Почему? Да потому что мной невозможно управлять, блин. То есть прежде чем выложить видео в Инстаграм, ты должна ему послать? Нет, кого? Я много кого посылаю, пока я выкладываю видео, но вот точно уже не видео какому-нибудь начальнику. Мне это все дается на откуп, потому что они прекрасно понимают, я работаю без наемных авторов, я пишу сама. Для них это определенный кайф. То есть, представляешь, на других блогеров ты тратишься в плане написать, продюсировать как-то, видео сделать, записать. То есть это определенный геморрой. Мне просто дают задание, сможешь написать на эту тему видео? Смогу. Окей, пиши.
тебе там день на откуп. А какие могут быть задания? Но если это рекламная интеграция, то дается ТЗ очень полное. Бывает там вплоть до того, какой цвет не должен появляться в кадре, какие слова нельзя использовать в кадре. И ты прописываешь сценарий. Сначала тебе утверждают в написанном варианте его, и если все ок, ты снимаешь. Бывает наоборот, очень ответственные люди попросили написать очень смешной сценарий. Я написала сценарий, и там было слово «хрен». «Иди нахрен» там было. Но там это был каламбур, и он лег идеально, и он прям великолепно там смотрелся. Они все одобрили, посмеялись, сказали: хороший сценарий, снимайте. И потом, когда я записала, они такие: так она что, говорит слово «хрен»? Я говорю: так там так написано было в сценарии. Они говорят: ну когда было написано, оно звучало не так. Не так оскорбительно. Да. Но есть такой момент, когда написано, по-другому звучит слово. У тебя в голове оно по-другому как-то звучало. Может, более мягко, нежно. Хрен, как-то вот так. Не знаю. Хрен, может, я так прочитаю. Ты хорошая мать? Хочется верить, что да. Но, естественно, такие наплывают мысли, что я недостаточно времени провожу с детьми, что я постоянно в разъездах. Но я высчитывала, сколько времени я провожу с детьми. Ну, то есть среднестатистическая мать, она просыпается утром и уезжает на работу. С 9 до 6 она на работе. Я с 9 до 6 дома. Я жду, когда в 12 вернутся со школы мои цыпляточки, и мы с ними проводим время. Ну, то есть я весь день дома, за исключением тех концертов, но их сейчас нет. То есть я весь год, 2020 по факту, я провела с детьми. Там, за исключением нескольких там недель в году. В какой момент у тебя проявился тот характер, который есть сейчас? Так он у меня такой, мне кажется, и остался. Я же такая и осталась, немножко на голову нездоровая. Ну ты боевая. Ну я боевая, потому что ты, когда прохаваешь говна в жизни, ты уже такая понимаешь, что, ну, даже если ты окажешься где-то на дне, даже если с тобой произойдет что-то очень страшное, ты после этого не умрешь, понимаешь? Ну, то есть, когда ты падал уже, как на коньках, один раз упал, второй раз упал, уже падать не боишься, уже знаешь, как правильно. И ты становишься на коньки уже уверенно, на лезвие. У тебя ноги не дрожат от страха. Нет такого у синдрома отличницы, что я не должна упасть, главное не упасть, в жизни главное не упасть. Нет, в жизни главное подняться после того, как упал. Вот это реально то, что работает. Было ли у тебя какое-нибудь ощущение, что вот сейчас ты упала, и ты уже не поднимешься, нет сил? Да, блин, у меня каждый месяц такое, это ПМС называется. Ну, бабы, когда, блин, к 40 годам, когда уже понимаешь, что такое ПМС, ты такой думаешь: да все нормально, блин. Просто главное в эти 3 дня не покончить жизнь самоубийством нечаянно на этом подъеме негативном. А так-то ерунда. Тяжко, наверное, жить, будучи сильной женщиной. Не знаю, я же слабая. Ты? Да. А как сильная это какая? Которая типа не ревет при людях? Да. Ну я отдельно реву. Это что? Ну типа это в зачет или нет? Обычно русская женщина боится остаться одна, мы об этом говорили уже. Я жила 3 года одна. Я знаю, что это такое. 1001 день без секса. Это не так страшно. Для женщины это вообще... Тем более, я тут посчитала, оказывается, у меня не сильная половая конституция. Есть сильный тип половой конституции, средний и слабый. У меня, скорее всего, средний или вообще слабый. То есть это те люди, которые могут заниматься сексом там раз в полгода. Мы тоже испытываем оргазм, нам нравится секс, но типа не так часто, как людям с половой сильной конституцией. Господи, это какие-то оккультные науки, мне кажется. Ну, не раз в полгода. Ну, раз там, не знаю, в неделю, могу раз в месяц, и мне нормально. Я не испытываю при этом ломки какой-то, что надо быстрее кого-то найти. А есть люди, которым, если 2 раза не дали, все, жизнь испорчена. 2 раза в день обязательно, утром, вечером, как зубной камень счистить. А ты книжку быстро написала? Ну, там редактура же, которые эти издатели, они же требуют сдать быстрее, но я бы писала ее дольше. А в книге «Развод» у меня сзади, где мой портрет, и написан через собачку мой аккаунт, написано, у меня же аккаунт Краснова Наташа, они пропустили где «Ш», ну, «СХ», пропустили букву «С», и теперь я Краснова Натаха. И все подписываются за какую-то Краснову да? Натаху. А есть такой аккаунт, кстати. Ну, они понимают, что это не я, но все равно, видимо, подписываются. А твой муж читал эту книжку? Первый, который? Не знаю.
первая, которую мы уже выяснили, что есть муж и есть мы с ним хоккеист. не общаемся. Как я даже по детям не знаю, как с ним общаться, не общаться. Тут я Ну, у вас книгу. же есть Алло, наверняка. а слушай, ты читала книгу? Я написала про тебя, обосрала там полностью тебя. Да, нормально, ну все, пока. Не, Как ну, я у вас ему же есть наверняка много Общий общих чат, знакомых. блин, где я общих всех своих- знакомых. Да я с ними не дружу. Мы когда развелись, я, наверное, То есть у вас между полгода вами пропасть прям? Ну, вообще ничего нет между нами, абсолютно. Офигеть, Ну, то есть, вы в одной индустрии. Ну как? ну, блин, я много с кем в одной индустрии, но я не общаюсь. То есть ты начнешь мне по фамилиям называть, там, я вот с Леной Кукой, там, Тамби, я знаю только потому, что мы с ним общаемся хоть как-то. Привет, пока. Короче, не отболела, я смотрю. Я не хочу туда возвращаться, мне зачем там это все копать? Я уже все утрамбовала вот так, уже в книгу выписала все. Стало легче? Ну, через книгу, да. Мне кажется, Достоевский так делал. Поэтому так говенно, когда ты его читаешь. Вот я сейчас читаю «Идиоты», и мне плохо. Потому что Достоевский всю свою боль туда слил и потом бегал. Ха-ха, по полям вот так, ему хорошо стало. Да ему никогда не было хорошо. Да ему никогда не было, он постоянно вот в таком состоянии. Мне кажется, депрессуль вот такой у него был, и все. Почему в России настолько популярен стендап? Не знаю. В Америке. А ты знаешь, как в Америке популярен стендап? Это разные вещи. Потому что в Америке Это другое. огромное количество шуток про политику. Так и у нас тоже. Ты на живые концерты сходи. Не все русские стендаперы шутят про политику. Русские стендаперы, которые принадлежат ТНТ, не шутят про политику. Я это действительно. Им к этому вырезают. клоню. Даже если ты пишешь шутку про политику, тебя вырезают, говорят, ну, Наташа, вдруг это опасно. Давай, ты же можешь написать другую шутку вместо этой? Да, могу. Ну вот напиши. И получается, что юмор про сиськи, письки и тяжелую женскую долю. Ну, то есть ты считаешь, что только мы отличаемся от Америки только отсутствием шуток, такого количества шуток про политику? У нас нельзя шутить про политику, у нас нельзя шутить... Про вероисповедание? Про вероисповедание. У нас нельзя шутить над трагическими поводами. А это Опять всегда же, хорошие шутки. но над этим шутят. Блин, над чем-то нельзя шутить, но если ты придешь на живой концерт какой-то, который не для съемок, не для ТНТ, не для СТС, не для какого-либо другого федерального канала, ты увидишь шутки и про веру, и про Бога шутят. Ну, не так вот, как в Америке жестко, а все-таки... Моя жена несколько раз теряла сознание во время родов. Ей ампутировали ноги и руки, она рожала на войне. Как назвали, конечно же, Богдан. Ребенок, данный Богом. Я удивлен, судя по значению имени Богдан, я удивлен, почему Иисуса не зовут Богдан. Потому что, ну, если подумать, если реально, Иисус это самый нахуй Богдан из всех. Вот какие-то моменты, над которыми кощунственно смеяться, по идее, это же Библия, это святое. Для многие люди тебя вздернут за такие шутки. А стендап, ну, вот он шире смотрит на эти вещи. Есть шутки про религию, я слышала их. Были шутки про политику, я их слышала. Ты их шутишь сама? Да нет, стараюсь избегать этого всего. Они не универсальные, они не на любой зал. Ну, то есть, если я пошучу, это действительно больные темы. То есть ты в Минске пошутила, а в Махачкале уже не пошутишь? Я боюсь, что с моим концертом вообще не надо в Махачкалу ездить. Меня когда зовут туда, я говорю, ребята, поверьте, вам туда не надо меня возить. Я говорю, я вас очень всех люблю, но я боюсь, что у нас просто разное мировоззрение. И что для меня смешно, например, для вас это норма. Ну, то есть, что вот, если вдруг будет конец света, мужу разрешено есть жену. И они такие, так у нас такие законы. Ты что, а в чем тут прикол? Так у нас и есть. Вот, поэтому... Есть какие-то шутки, которые, я знаю, могут люди воспринять хорошо, а могут вообще вырубиться на весь концерт. Вот так сидеть. Типа, как так? Она пошутила про святое, про что-то. Чем женский стендап отличается от мужского? Что ты понимаешь под женским? Ну, тот, который выступают женщины, и который выступают мужчины. Ну, один стендап говорит женщина, а другой мужчина. А там не разный разве юмор? Нет. Кому платят больше, мужчинам или женщинам? В стендапе по-разному. Если ты возьмешь нашего любого челябинского стендапера и, допустим, Ахмедову, но это же не от пола зависит. От развития, от твоей распиаренности, от твоих возможностей. Ну, то есть у Ахмедова есть концерты полные, а у наших, допустим, наберется 20 минут какого-то материала, не связанного с драматургией. Но это же вот от этого зависит, не от пола. Тебе Ахмедова нравится? Да.
Блин, она первая женщина-стендапер. Это как Терешкова, блядь. Только красивая. Ахмедова была единственная женщина, Ирка еще была, Ирка Мягкова, но она на передаче «На смехе без правил», она делала хороший стендап, но почему-то считалось, что Ахмедова единственная женщина. И ее представляли как встречать. А теперь сейчас все собрались... Человек с двумя головами. Человек, у которой есть сиськи, и она говорит. Вот так представляли, как будто она какой-то чудо-человек, как будто женщина с бородой, она, читает стендап. Страшный сон инстаблогера, когда ушли все подписчики. Ты боишься этого? Если бы я до блогерства была никем, я бы боялась. Ну, то есть я бы понимала, что я вернусь обратно в нулевую, в ноль. Я буду опять нулевой. А поскольку я была уже на тот момент, я выступала со стендапами, пусть в Челябинске, пусть это были не огромные концерты, это были наши челябинские стендапы, но это все равно что-то. Я была уже кем-то. Я была телеведущей. Я там была еще, работала менеджером в хоккейном клубе. То есть у меня есть какие-то навыки, которые, не потеряешь, если я только с ума не сойду в конец, что тоже возможно. В связи с этим вопрос. Как ты представляешь себе себя через 10 лет? Я представляю, что я все-таки доживу, а мне будет 50. Я буду предсказывать будущее. Тут будет сидеть голубь Валера. Да иди ты. Да я откуда знаю? Ты знаешь, что с тобой через 10 лет? Я себе все время представляю. Как ты хочешь? Я хочу сидеть на берегу океана и писать книги. Но какие-нибудь... Все. Скажи все, же. Да, и мы да, поняли, где мы встретимся? Да, Это вот где ты рассказывала. Да, все. Какой твой самый счастливый день в жизни был? Когда ты вот прям внутри этого дня понимала, что это счастье. Когда я приехала в Грецию. Мы приехали в фан-тур танцевальный, приехали со всеми, кто танцует. Мы приехали, человек 50, в Грецию. И там неделю мы просто танцевали и кушали. Когда ты пошла на танго и почему? Потому что мне надо было чем-то заниматься, а я ненавижу спорт как таковой весь, как оказалось. Я ненавижу беговую дорожку, хотя я люблю ходить. Но я люблю ходить по лесу. Я люблю ходить с кем-то, говорить. Мне нужен человек. Несмотря на то, что я не особо социальный человек, но есть определенный круг людей, своих людей, к которым я питаю позитивные эмоции. Когда ты прогуливаешь, допустим, спорт в качалке, тебе же не позвонит беговая дорожка, не скажет, что ж ты, Наташа, охренела, что ли? А партнер позвонит. Но он так не скажет, но скажет: Наташа, я вообще-то приходил и ждал. Когда ты одна ходишь, ты легко сдаешься. Я легко сдаюсь. Может, ты не такая. Танго — это сексуально? Любой танец, кроме латины, это сексуально. Как ты считаешь, может ли в России женщина стать президентом? Может, но не надо этого. Почему? Я не знаю, это все очень... Если бы мне предложили стать президентом, я бы отказалась, потому что это настолько... Политика — это настолько грязное дело, что... Да даже мужику не надо быть президентом. Это должен быть робот какой-то, который будет... Чем на самом деле мужчины отличаются от женщин? Наличием пениса. А если бы ты выбирала, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Я уже привыкла женщиной, мне кажется. Что важнее, правда или безопасность? Безопасность. Справедливость или милосердие? Милосердие. Иногда я на кассе хотела бабушке оплатить, она не могла оплатить себе кефир, и я хотела заплатить, она сказала, что «да за кого меня принимаешь, блядь?» и ушла. Не знаю, может, я не так предлагаю милосердие. То есть разные бывают случаи. Одинаково все хуево. Вся жизнь говно. Карьера или любовь? Карьера. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Я сейчас про любовь буду говорить, я рассталась с мужиком, и сейчас буду говорить, любовь важнее всего. Так я бы, наверное, тогда не расставалась с мужиком со своим. Или что я, получается, зря, что ли, рассталась? Позвонить ему, сказать: Игорь, вернись, я все прощу. Танго танцуешь. Танго, поехали.